Всем привет, народ! Это канал Steinhaus. Сегодня у нас на обзоре фонарь-наключник Skillhunt E3A с Алиэкспресса. Ссылка на него будет в описании под видео. На моем канале уже есть обзор его старшего брата EDC фонарика Skillhunt E2A. Вот так вот он выглядел. Этот фонарик работает от батареек формата 2А, этот 3А. Значит, фонарик Skillhunt E3A это фонарь-наключник. Он очень маленький по размеру и прекрасно будет чувствовать себя на любых ключах. Фонарик всеядный, работает он от 1,5 вольтовых литиевых, никель-металл-гидридных и алкалиновых обычных батареек. Рабочее напряжение от 0,8 до 2 вольт. Я брал этот фонарик себе для использования на никель-металл-гидридных аккумуляторах, ну или на обычных батарейках без лития. У меня нет даже лития, я на нем не планирую использовать такие маленькие фонарики, поэтому в конце покажу, как он светит на никель-металл-гидриде. Значит, сзади есть вот такая табличка, где описывается примерное время работы этого фонарика на различных типах аккумуляторах. Значит, на литии 100 минут, на никель-металл-гидриде, в данном случае на луп 900 мА, это 75 минут, и алкалиновая батарейка GP Ultra 45 минут. Нам обещают дистанцию луча 37 метров и 100 люмен, это максимальное его свечение. Давайте откроем коробочку. Так, и здесь в коробочке у нас идет инструкция и пакетик с дополнительными форингами, уплотнительными колечками и 2 колечка для того, чтобы установить на ключи. Вот такое металлическое колечко, плоское, и маленькое колечко, которое цепляется вот сюда, видно, на сам фонарик. Давайте посмотрим инструкцию. Так, ну инструкция на английском. Вот такая инструкция. Кому интересно, можно на паузе почитать, что здесь написано. Также все фотографии будут в моей группе ВКонтакте, поэтому подписывайтесь. Ссылки будут все в описании под видео. Также подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Это будет лучшая поддержка для развития моего канала. Так, давайте перейдем к фонарику. Значит, фонарик у нас имеет очень маленький размер. По сравнению с аккумулятором формата 3А, вот Eneloop, вот такого он размера, он больше аккумулятора ровно на размер головы. Здесь нет кнопки, и благодаря этому им удалось добиться такого маленького размера. Давайте сравним с аккумулятором формата 2А. Вот такого он размера по сравнению с этим аккумулятором. Я заказывал фонарик в черном цвете. Это анодировка, но я думаю, если он будет болтаться на ключах, тут любое покрытие сотрется со временем. Просто какое-то дольше, какое-то быстрее. Такая судьба у фонариков-наключников. Все характеристики этого фонарика-наключника Skillhunt E3A сейчас будут на экране в уголке. Ну, в принципе, я их уже показывал на задней части коробки. Задняя часть фонарика имеет вот такую петельку. Как я уже сказал, сюда крепится колечко для ключей. Ну, или какого-то темляка, смотря куда его вешать, как использовать, как носить с собой. Задняя часть данного фонарика никак не раскручивается. Здесь раскручивается только передняя часть. Средняя часть фонарика имеет вот такую накатку для удобного удержания и включения фонаря одной рукой, в принципе, удобно, держишь и крутишь пальцами. Вот, включается он поворотом вот этой головы. Так, здесь же есть у нас логотип Skillhunt и название модели Skillhunt E3A. Передняя часть также имеет накатку для удобного откручивания пальцами. Одной рукой можно включать-выключать. Фонарик в руке не скользит благодаря этим накаткам. И его удобно включать одной рукой. Фонарь имеет один режим свечения 100 люмен. Как заявлено производителем, на фонаре установлена тир-оптика. Так, вот видно, такая она, как будто в сотах таких, что-то такое мятое. Здесь, судя по всему, нет спереди стеклышка, как на фонаре E3A. И оно такое шуршавенькое. Это тир-оптика, и благодаря этому пятно свечения равномерно засвечивается и не имеет в середине такого центрального яркого луча. Но это же EDC фонарик, наключник тем более. Он не должен быть дальнобойным. В принципе, его используют где-то подсветить в подъезде, замочную скважину, где-то в темном месте, под ногами. Такое использование кратковременное, недолгое. Поэтому пусть он лучше будет светить широко и ярко, чем далеко. Давайте раскрутим фонарик. Здесь у нас уплотнительное колечко, сразу видим, о-ринг надет. Резьбы смазанные. Защиту от воды этого фонарика нам обещают IPX8. И также это колечко, помимо защиты от воды, придает усилие при вращении головы фонаря. То есть голова крутится с небольшим усилием, когда попадает на это колечко. Благодаря этому она меньше шансов раскрутиться в кармане. Такое придается усилие, чтобы она не раскручивалась сама по себе. Вот, это очень хорошо. Так, в нижней части фонаря корпуса стоит пружина, кнопки никакой нет.
будет ли там что-то видно. Вот там видно пружинка внутри. Контакт передается здесь от вот этого торца на контакты вот там вот по бокам на драйвере. Резьбы здесь анодированные. Ну и как уже понятно, включается он поворотом. Отпустили, контакт пропал, закрутили, контакт появился. Значит, когда фонарь садится, я вставлял сюда разряженный аккумулятор, фонарь тускнеет. Тускнеет до тех пор, пока совсем не сядет. То есть, в отличие от его старшего брата Е2А, который при разряде аккумулятора перескакивает на самый тусклый режим и далее начинает мигать, потом просто отключается. Здесь батарея просто со временем тускнеет, тускнеет и тускнеет. Ну, вот такой график разряда есть на странице продавца. Вот, давайте установим заряженный аккумулятор. Так, фонарик у нас загорелся. Вот так он светит на максимальной яркости. Но сейчас я покажу в темноте. К сожалению, моя камера не может передать нормально все свечение. Передает только самый яркий луч, самое яркое пятно свечения. А дальше, куда тоже падает свет, дальше там есть какие-то деревья, они немного тоже освещаются. Камера этого совсем не передает. К сожалению, в темноте она снимает не очень хорошо. Ну, светит такой крохотный фонарик довольно-таки неплохо. Так, одной рукой включаем фонарь одной рукой. Включен, выключен, включен, выключен. В принципе, удобно. Накатка очень хорошая, очень удобная. Давайте внешне сравним с его старшим братом Е2А. Skill Hunt E2A. Насколько он крупнее этого фонаря, если сравнивать со своими батарейками, то вот насколько большая разница по сравнению с этим пальчиковым аккумулятором. Насколько крупнее этот фонарь и насколько крупней Skill Hunt E3A по сравнению со своим аккумулятором. Совсем чуть-чуть, на размер головы с оптикой. Поэтому в качестве карманного фонарика, я не знаю, это, наверное, лучший наключник. Давайте посмотрим, сколько он весит. Вот, ну и давайте скажу, насколько я понял, как он разбирается. Передняя голова вот эта пластиковая кругляшка, это что-то вроде прищепки. Она придерживает драйвер к металлическому кругу, который уже на резьбе под ним стоит. Откручивается это все дело, насколько я понял. Вот там по бокам от этой пластиковой кругляшки есть дырочки в драйвере. Под драйвером находится металлический круг на резьбе. То есть нужен тоненький пинцет продеть в две дырочки и начинать раскручивать. А эта пластиковая кругляшка, как прищепка, держит драйвер, прищепляет его к тому металлическому кольцу. Вот. Как-то так это все должно раскручиваться. На этом, думаю, все, народ. Сегодня у нас на обзоре был фонарик Skill Hunt E3A, фонарь-наключник с AliExpress с тироптикой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше, тем лучше. Делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. И не забывайте нажимать на колокольчик при подписке, чтобы быть в курсе всего. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Все ссылки в описании.